Макс Пейн — игра 2001 года и одновременно имя главного героя этой нуарной истории, наполненной ироничными диалогами парня в гавайской рубашке, где игроку предстоит добиваться правды свинцом в отлично поставленных перестрелках. Ладно, кто не знает о Максе Пейне? В свое время игра с персональных компьютеров перебралась на консоли Xbox и PlayStation 2. На GameCube единственным вариантом узнать историю Макса был лишь запуск версии для Game Boy Advance с помощью Game Boy Player. Но сейчас мы разговариваем лишь о порте для домашних систем. Итак, версия для PlayStation 2 работает исключительно в челюсточном режиме, тогда как версия для Xbox поддерживает прогрессивный режим. При этом обе не поддерживают широкоформатный режим. Xbox позволяет настраивать различные параметры вроде чувствительности стиков и громкости, нежели версия для PlayStation 2. Зато у последней есть возможность включить Motion Blur. Но нужно это исключительно потому, что Max Payne на PlayStation 2 имеет низкую и к тому же очень нестабильную частоту кадров. Уже в начальной сцене фреймрейт падает до 15 или даже 10 кадров, когда Xbox стабильно отображает 60 кадров в секунду. Еще заметнее это становится в геймплее. На PlayStation просто сложно целиться и управлять камерой, что значительно повышает сложность. Для этого и был добавлен Motion Blur, чтобы игроку это не так сильно бросалось в глаза. Освещение и тени также упрощены на PlayStation 2. Консоль поддерживает освещение по полигонам, что хорошо заметно в том же Silent Hill 2. Но здесь местами нет даже его. Вдобавок, 32 мегабайта памяти вынудили сильно урезать некоторые текстуры. Кроме того, на консоли от Microsoft есть, пусть и не очень качественная, но все же фильтрация текстур. Также сохранились комиксы в первоначальном виде, с постепенным пролистыванием блоков и страниц. На PlayStation 2 почему-то страница комикса отображается сразу же. На обоих консолях очень неудобно расположены чекпоинты. Они то находятся за каждым углом, то в сложных местах между ними огромная пропасть. Но в Xbox версии игры есть возможность быстрого сохранения игры в любом месте, как на персональных компьютерах. PlayStation 2, увы, не имеет такой возможности. В итоге я не рекомендую Max Payne для PlayStation 2. Играть в эту версию игры просто некомфортно, неудобно и раздражительно. В данном случае Xbox версия превосходит ее во всем.